Здравствуйте! Сегодня у нас очередная подборка жутких мистических видео. Приятного просмотра! По слухам, многие театры Лондона одержимы призраками. У этого города довольно богатая история, так что неудивительно, что такие слухи имеют место быть. Многие актеры театров утверждали, что видели призраков и даже странную и жуткую паранормальную активность. А театр под названием Victoria Palace Theatre считается особенным активным местом в этом плане. Посмотрите на этот клип, загруженный на канал Billy Elliot Musical. На нем происходит ряд необъяснимых событий. Самое первое, что происходит, это открывается дверь без посторонней помощи. Но открытой она остается недолго. Спустя несколько мгновений дверь начинает закрываться. После этого проходит совсем немного времени, и затем снова случается странная вещь, которая довольно резко привлекает к себе внимание. С верхней полки упала голова манекена. Но на этом все не заканчивается. Сейчас обратите внимание на гримерный столик. Вся эта паранормальная активность в театре, по слухам, происходит из-за одного конкретного человека, а именно из-за русской балерины 20 века Анны Павловой. Она была чрезвычайно успешна, но и также сильно суеверна. По слухам, она даже боялась увидеть свое изображение на плакатах и что-то проговаривала про себя перед выступлениями. Так или иначе, персонал этого места уверен, что именно ее дух поселился в театре. И открывание дверей, пропажа некоторого реквизита и прочая паранормальная активность происходит из-за нее. Обычно родители используют прибор под названием видеоняня для присмотра за своими детьми, чтобы следить за ними, находясь в другой части дома. Но что, если с малышом в этот момент случится нечто достаточно необычное, что довольно мало объяснимо? Родители этого ребенка очень испугались, когда заметили это. В коротком ролике ребенок мирно спит и ничего не предвещало беды. Но вдруг происходит это. Медведь медленно поворачивается и даже кажется, что сам по себе падает. Он останавливается и смотрит прямо в камеру. На этом все действия прекращаются. Мягкие игрушки и куклы часто показаны в фильмах ужасов как проводники, через которые злые силы пытаются взаимодействовать с человеком или навредить, неся с собой смерть и разрушение. К счастью, у этой семьи ничего подобного не произошло. Тем не менее, факт того, что игрушка застыла в этой позе, повернувшись к камере, довольно напрягает. Но если детально рассмотреть все движения игрушки, можно заметить следующее. Сначала игрушка заваливается назад, после этого поворачивается, облокачивается на край кроватки и начинает смотреть в камеру. Сразу после этого кроватка слегка дергается, будто ее кто-то толкнул, а сама игрушка почти незаметно приподнимается. Некоторые уверены, что игрушка просто упала, а другие думают, что ее будто специально двигал кто-то невидимый. Многие охранники работают в ночную смену, и это время у них проходит относительно спокойно. К сожалению, у этого охранника произошло все наоборот. Он работает в доме престарелых в Чикаго. Его зовут Джей Браун, и у него произошла встреча с кем-то жутким во время своей работы. На видео охранник показывает кадры, сделанные как раз во время его рабочей смены. Мужчина снимает все с экрана. На видео как раз показан он, сидящий за своим столом. Сначала все довольно тихо, но потом происходит кое-что жуткое. Мы видим, как прозрачная белая фигура проходит в правой части экрана перед входом в здание. И самое главное, что охранник, пока находился там, заметил это.
Вы как раз можете увидеть, как он смотрит туда и удивляется в этот момент. На самих кадрах мужчина смотрит на камеру и поднимает руки. Затем уже в процессе съемки он объясняет, зачем так сделал. So I looked at the camera, I'm like, you know what, I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that? Y'all saw that, right? Проще говоря, он такими жестами спрашивал у тех, кто сидел за мониторами в тот момент времени, видели ли они, что только что произошло. So I wanted to tell the camera, y'all see that? Y'all saw that, right? I'm telling CHA, did y'all see that? Вот кадры в замедленной съемке и крупным планом. На них вы можете все детально рассмотреть. Вся ситуация говорит о том, что охранник в тот момент лично увидел эту проплывающую сущность, и его реакция подтверждает это. Многие люди, кто посмотрел это видео, уверены, что это был самый настоящий призрак, аргументируя это тем, что реакция охранника довольно правдоподобная. Плюс добавляют, что это еще и дом престарелых, где люди умирают чаще, чем в других местах, где требуются охранники. Но есть также и те, кто счел, что это не более чем обычная пыль. Были версии даже насчет того, что это был демон или, возможно, сама смерть из-за того, что ее заметил человек, хотя эти предположения очень маловероятны. Камеры видеонаблюдения – хороший помощник в защите дома. Но в последнее время на записи с таких камер попадает все больше странных и жутких видео. Что появляется на этом видео, не до конца понятно. Известно, что ролик загружен на YouTube. Камера снимает небольшую улицу в многоквартирном комплексе. Место само по себе малоосвещенное. В тени в конце улицы стоит силуэт кого-то небольшого. Сначала кажется, что это собака или маленький ребенок, но четкие черты так и не видны. Все расплывчатое, но концовка отснятого материала дает понять, что это нечто из ряда вон. Стоя некоторое время в темноте, и спустя время фигура быстро взлетает вверх и исчезает. Так чем же могла быть эта фигура? Человеком, собакой или кошкой это быть не может. Да и этот силуэт слишком большой, чтобы быть птицей. Многие, просмотревшие эти кадры, уверены, что это был призрак, но не все. Так или иначе решать вам, что это могло быть. А конкретно на этом видео все происходит в коридоре обычного дома. На первый взгляд все нормально и ничего не предвещало беды. Но это только на первый взгляд. Вскоре после начала этого видеоролика мы слышим неистовый сильный стук. А потом происходит кое-что необычное. Сначала слева на стене появляется небольшая тень и идет по коридору. А затем то же самое можно увидеть справа. Силуэт такого же размера перемещается вдоль стены. Затем мы видим высокую тень на другой стене, и она уходит из кадра. В это время начинает плакать ребенок, и на несколько секунд в кадре снова мелькает что-то непонятное. Все это время, пока на видео происходят эти вещи, плач ребенка только усиливается, но затем неожиданно стихает. После этого снова появляется тень, но теперь она идет в сторону камеры, будто уходит.
Ребенок начинает плакать после того, как одна из теней пошла в правое крыло дома, и затем затихает только после того, как эта тень ушла оттуда. Может, там находится малыш, и этот силуэт как-то напугал его, или же это все случайность? Нет объяснения тому, что происходит в этом ролике, поэтому нам остается только предполагать. На сегодня вот и все. До новых встреч!